Скажите, пожалуйста, где мужчина и женщина должны черпать силы и вдохновение, чтобы не погрязнуть в бытовой семейной рутине и не пилить друг друга? Помогите, пожалуйста. Сожалею. Вот. Прежде чем вступить в брак, раньше проходили подготовку. Сейчас таких подготовок и нет. Это как выбросить в океан, да, учить плавать, там сам научишься плавать. А кто-то тонет при этом. Это вот сегодня у нас суровая жизнь. Иллюзия, а мы же любим друг друга, правда же? Какие проблемы? Ой, сколько проблем, оказывается. Боже мой, где же любовь-то? Все стало привычным, обычным, и даже более того, трудности вокруг. Мы начинаем пилить друг друга. Любить и пилить, любить и пилить, любить и пилить. Если мы не прошли подготовку до семейной жизни, не вступайте в брак, пожалуйста. Дорогие женщины, смотрю на вас и удивляюсь. Зачем вы выходите замуж? Вот, вы же не готовы совершенно. Мужчин практически нет здесь. Они мало сейчас интересуются этими темами. Мужчины хотят деньги заработать как все, что им нужно. Больше ничего сейчас не нужно в жизни, только деньги, деньги, деньги. Остальное все придет не так, да, и женщина придет. Еще одна иллюзия. Столько глупостей в голове. На что же мы рассчитываем? Женщина должна научиться быть женой до брака. А мужчина до брака должен понять, что такое брать ответственность в семье. Этот период до брака называется брамачария, период времени. 4 периода: брамачария, ученичество, семейная жизнь, потом отшельничество, а потом уже полное отречение. 4 этапа жизни у человека уготованы ему. И у нас нет практики обучения. Ну, вот эти институты и школы я вообще не принимаю во внимание, они жизни не обучают. Там идет подготовка другого рода, навыки даются. Подготовка к профессии, так скажем. А вот жизни не обучают, отношениям не обучают, а это самое главное. Если вы эксперт в отношениях, то вы и в профессии будете экспертом. Навык может получить даже медведь в цирке, ездить на мотоцикле. Профессию получить не проблема. Если у вас есть какие-то природные склонности, легко. Там подучился, там что-то усвоил, попрактиковал, пожалуйста, иди на работу. Да, если не знаешь, зачем живешь, работать можешь, деньги зарабатывать можешь. А вот отношения, строить счастье, семья там, и прочие традиции, этому не обучают никто. Все просите помощи, хорошо. Я могу сказать, что нужно делать. Я, конечно, сомневаюсь, что вы это сделаете сразу же. Особенно, если вы молоды. Потому что причина, проблема, о которой вы говорите, ложное эго. Эгоизм. Означает, что вы еще на уровне ребенка, детей. Дети эгоистичны, это нормально. Если вы заводите семью, это порог уже эгоизма. Даже знаете, что живете уже не для себя, а для близкого человека, для своих детей живете. Вы думаете, вы много получите любви в семье вот так? Нет. Нет. Больше другого получаем. Там такая аскеза. Любовь только один раз. Выбор. Вот вы влюбились, вот и все. Вот и все, что вы получаете по желанию. А остальное уже вас никто не спрашивает. Жизнь не спрашивает. Дети рождаются такие, какие, может, вы не планировали. Кто спрашивает? Кто не спросит. Вот он такой родился, и все это твой ребенок, должен любить его, как он есть. Больной ли он, здоровый ли, вот такой, плохой, хороший. Разные дети бывают. Но это ваш ребенок. Все, пожизненно. Он вырастает или она вырастает, он еще друзей приведет. Вы их тоже не выбирали. Что-то влияете, конечно, но в конце концов вы тоже должны принять. А потом ваш мальчик приведет невесту, вы ее точно не выбирали, такую невесту. Или такого зятя уже точно не мечтали даже никак. Ни одна теща не согласна. Для моей дочери этот? Нет, никогда. Это притча во языцах. Теща и зять — это притча во языцах. И тем не менее, то нужно все принимать. А один раз только на шанс любить. Все. Остальное аскеза. А вы готовы к этой аскезе? Что? Теперь не ваши желания будут исполняться, а вы будете исполнять чьи-то желания. А я вот женюсь на этой девушке. Зачем?
чтобы она исполняла все мои желания. Принесла мне счастье. И мне невдомек, что он думает то же самое, глядя на меня. И вот это проблема. Я живу с ней 15-20 лет, и только через 30 лет понимаю, почему все так произошло. Какая иллюзия, смотрите. Я видел одну женщину пожилую, она похоронила мужа и сказала, я с ним прожила где-то около 50 лет. И только сейчас понимаю, что с мужчиной спорить нельзя. Полвека, Боже мой, уже потерял все. И только потом догадался человек, или какое ложное эго мощное. Поэтому говорим, без духовного учителя на что мы вообще способны? Какая семейная жизнь? Нужно наставничество, как же? Есть старшие, есть духовные учителя, есть знания. Подготовка специальная есть для мужчин и для женщин. Если мы хотим создать цивилизованное общество, то мы должны быть готовы к этому. Мы должны стать великими людьми, а не просто наслаждающимися у себя в постели и в квартире. И все для себя, для себя, для себя. Накапливать, накапливать, накапливать. Мы превращаемся в суслика, в бурундука. Тоже накапливает. Человек живет по-другому. Он развивает добродетель, то есть он живет в большой семье, он развивает свое сознание. Так, муж и жена — это великие роли. Изучайте, пожалуйста. Что тут пилить? Зачем пилить друг друга? Есть предписанные обязанности, просто выполняйте их сами, самостоятельно. Не надо давить друг на друга, лоббировать, вынуждать, вызывать сопротивление и так далее. Это все эгоизм. А потом это называется «не сошлись характерами» и развод. Вот такие глупости. Ложное эго. Эгоцентризм. Нас так воспитали в школах, нас так воспитали в семьях, нас так воспитали в институтах. Наше ложное эго укреплялось, только укреплялось, укреплялось. Мы никогда не применяли смирение, скромность и почтение к другим настоящее. В этой цивилизации мы не применяли эти качества. Они не развиты. Чуть-чуть. Хватит быть добреньким, мы сказали однажды. Я был добрым, хватит. Вот и все. И так кончилась наша жизнь. На этом. Остальное это уже процессы разложения, смерти идет. Что жить, прожить не поле, перейти — это непростая вещь. Создать семью настоящую. Воспитать новое поколение. А мы тут играем в какие-то игрушки. Нравится, не нравится, хочу, не хочу, буду, не буду. Есть правила, предписания для мужчины и для женщины. Мы должны принять их, исследовать, и все будет хорошо. Женщина должна освоить 5 ролей, мужчина 3 роли. Столько лекций у нас на эту тему есть. Хотя бы несколько ролей нужно освоить. Нужно сколько возможно.